«Мама, а почему у нас нет ни дедушки, ни бабушки? У всех ребят есть», — спрашивала Наталью ее пятилетняя дочка Алиска, рыженькая, похожая на лисичку девочка. Ее изумрудно-зеленые глазки пытливо смотрели на мать. «Ага, у Витьки аж две бабушки и целых два дедушки. Одни здесь живут, другие в городе», — подтвердил слова сестры такой же рыженький, лопоухий, весь в золотистых веснушках брат погодок малышки, Петька. Наталья задумалась. Но как детям объяснить, что и она, и отец их Николай без родителей выросли, под крылом у государства? Вот и ответила первое, что в голову пришло. Дорого стоят нынче дедушки и бабушки, денег нет. Дети недоверчиво смотрели на мать. «Ладно, я узнаю, где Витька своих взял. Может, там подешевле продают?» По-деловому, засунув руки в карманы своих коротких штанишек, пообещал матери Петька. «Что здесь за собрание?» — спросил Николай, отец семейства, вернувшийся с работы. «Да вот, требуют им дедушку и бабушку купить», — смеясь ответила Наталья. Две пары зеленых детских глаз уставились на отца. «Хотя бы кого-то одного, правда, Петька?» — сказала в подтверждении слов матери Алиска, призывая брата в свидетели. Николай с Натальей не знали, то ли плакать, то ли смеяться. Хоть бери и пиши объявление. Срочно нужны бабушка или дедушка в аренду. Выпускники детского дома Наталья и Николай работали вместе в поселковой больнице. Коля водителем на скорой помощи, а Наташа медсестрой в стационаре. Работа нелегкая, сменная, но как-то выкручивались. Пошли работать в разные смены. Хоть, считай, почти и не видели друг друга, так зато дети под присмотром были. Ну а если вдруг какой оврал, тут соседи в помощь. Благо никогда не отказывали. Да и Наталья с Николаем не слишком часто на чужую помощь и рассчитывали. Утром Наташа заступила на дежурство. Все было как всегда. Сменщица Иришка сдавала смену. Уже вторую неделю Наталью волновало состояние одного пациента. «А как там Андрей Павлович? Так и молчит наш дед?» — спросила она у Ирины. Ирина вздохнула. Так и молчит. Лежит, смотрит в стену, глаза грустные. Прямо сердце разрывается на него, глядя. «Ясно. Пойду зайду к нему. Попробую его разговорить», — улыбнулась девушка. Наташа зашла во вторую палату. Она всегда начинала свое дежурство именно с этой палаты. «Здравствуйте, мальчики! Как настроение? Как себя чувствуете? Готовьте аэродром для уколов!» Весело поздоровалась она со своими пациентами. 3 мальчика, самому молодому из которых было 62 года, оживились, заулыбались и принялись оголять под одеялом свои места под инъекцию. «Вот как видим вас, Наташенька, так сразу и настроение поднимается, и жизнь не такой серой кажется, да и рука у вас легкая, дай Бог вам здоровья», — сказал один из ее подопечных мальчиков, Арсений Филиппович. Наташа только улыбнулась ему в ответ и повернулась к другому пациенту, старику лет 70. Он лежал одинокий и грустный, безучастный ко всему происходящему, разглядывая одному ему ведомые узоры на стене. «Здравствуйте, Андрей Павлович. Как ваши дела? Это вам от меня». Медсестричка достала огромное красное яблоко и положила пациенту на тумбочку. «Спасибо, дочка», – прошептал он одними губами, но Наташа услышала. Он заговорил. Наконец-то заговорил, думала она. А ведь ранее этот дедушка на все расспросы только закрывал рукой глаза и горько плакал. Андрей Павлович попал к ним при странных обстоятельствах. Ему стало плохо с сердцем на местной автобусной остановке. Судя по штампу регистрации в паспорте, Андрей Павлович приехал в поселок из города. Кому он ехал и зачем, почему,
оказался один на улице, так далеко от дома в столь поздний час, он объяснить не мог. На все вопросы он вместо ответа только беззвучно плакал, прикрывая лицо заскорузлыми руками. И эти слезы, катившиеся по его морщинистым щекам, вызывали щемящее сочувствие у всего персонала, от нянечки до главврача. Наталья всех осчастливила инъекциями, улыбнулась своим подопечным на прощание. «Не скучайте, я еще зайду», и скрылась за дверью. Наташа была уверена, что раз Андрей Павлович с ней заговорил, пусть даже и шепотом, значит, не нужно останавливаться на достигнутом, а попробовать с ним поговорить еще. Может, удастся узнать у него о его родных, помочь обрести дом. Она едва дождалась вечера, и когда все дела были наконец переделаны, вечерние процедуры проведены, Наталья тихонько проскользнула во вторую палату и села на стул возле кровати своего старика. «Андрей Павлович, вы спите?» Тихо, почти шепотом спросила она. «Нет, дочка, не сплю», тоже шепотом ответил дед. «Вот и мне не спится. Пришла с вами поболтать», прошептала она, чтобы не мешать всем остальным. «Знаете, Андрей Павлович, а я ведь своих родителей совсем не помню. Я в детский дом попала совсем малышкой. А вот когда на вас посмотрела, почему-то подумала, наверное, мой отец таким же сейчас был бы». Андрей Павлович вдруг немного оживился. «Мы с моей Машенькой, ныне покойной, тоже нашего Ромочку из детского дома усыновили. Любили его как своего, баловали, как все любящие родители балуют своих детей». «Андрей Павлович, так у вас есть сын?» Снова зашептала Наталья. Ей показалось, что дед снова заплакал. Он спрятал лицо в ладонях, затряс головой. «Ой, стыд-то какой! Был сын. Выгнал он меня из дому. До сих пор от этого позорища жить не хочется». Андрей Павлович тихо плакал, его тело сотрясали рыдания. Наталья быстро налила в стакан воды, приподняла голову своему пациенту, закинула ему в рот таблетку успокоительного. «Вот, выпейте это, сейчас полегче станет». И продолжила расспрос. «Как это выгнал, Андрей Павлович?» «А вот так. Подсунул мне какие-то бумажонки. Подписывай, папка, это для дела». Ну, я и подписал. Сын ведь. Как родному человеку не верить? Жить-то тогда как? Я ведь его вот этой вот рукой когда-то за ручку маленькую из дома малютки вел. А он меня на улицу в спину вытолкал. Вот только и успел, что пожитки свои забрать. Хуже бродячей собаки и я теперь. Наталье было до боли жалко деда. Она пыталась его как-то успокоить, но, видимо, обида накопилась у него где-то там, в душе. Уму надо было выговориться. А я шел и шел. А куда идти? Нет никого у меня. Хорошо, хоть Машенька моя до этого дня не дожила. Вы не переживайте, Андрей Павлович, у вас все хорошо будет. А сейчас поспите, пожалуйста. Вам нужно отдохнуть. Спасибо тебе, дочка. Хорошая ты. Утром, когда она вернулась с дежурства, ее встретили дети, которые вручили ей рисунки. Обычные детские рисунки с нечеткими контурами человеческих фигур. «Как здорово!» – похвалила Наталья детей. «А кто это?» «Вот это бабушка. Видишь, у нее на голове платочек», – объяснила маленькая Алиса. «А это дедушка», – похвастался Петя. «Ну что же мне с вами делать?» – задумалась Наталья. «А знаете что? Давайте навестим с вами одного больного дедушку. Он совсем один, к нему никто не приходит, и ему очень грустно». «А чей это дедушка?» – в один голос закричали дети. Наташа развела руками. «Ничей». Петя, как старший, насупился. «Ерунда какая-то. Дедушки ничейными не бывают». «Как видишь,
бывают. Все, собираемся. Наталья накормила детей завтраком, празднично нарядила. Они зашли в магазин, чтобы собрать для ничейного дедушки небольшую передачу. «Ой, Наташ, ты чего? Да еще с детьми?» – спросила ее одна из медсестер. «Мы к Андрею Павловичу», – пояснила Наталья. Девушка-медсестра, понимающе кивнула. Наталья, толкая впереди себя детей, вошла в палату, поздоровалась. Было воскресенье, и у всех пациентов были посетители с гостинцами, с последними новостями. Они сидели, улыбались, оживленно жестикулировали. Им всем было весело. А Андрей Павлович лежал совершенно один, глядя в потолок. Наташа тихонько подтолкнула детей. «Вон, видите, дедушка один лежит. Подойдите, поздоровайтесь с ним». Алиска с Петей тихонько подошли к Андрею Павловичу. «Здравствуй, дедушка, это тебе». Они оба протягивали ему свои рисунки. Лицо Андрея Павловича посветлело, на губах заиграла улыбка. Он даже приподнялся, чтобы сесть поудобнее. Наталья аккуратно подложила ему подушку под спину. «Это мне?» – удивился он, принимая рисунки из детских ручонок. «Тебе, дедушка. А ты правда ничейный? Мама так сказала», – спросила маленькая Алиса. Сегодня на ее рыжих коротких волосиках красовался огромный белый бант. Наташа хотела одернуть детей, предостерегая от глупых вопросов, но Андрей Павлович остановил ее, осторожно взяв за руку. «Правда, я сам по себе», — улыбнулся он. «А у нас нет дедушки, а мама говорит, что все бабушки и дедушки дорого стоят. Можно мы к тебе будем приходить?» — сказал Петька, спрятав от стеснения руки за спину и ковыряя носком ботинка линолеум на полу. Андрей Павлович вдруг расхохотался. Впервые за все время нахождения его в больнице он смеялся от всей души. «Конечно, можно. Приходите», — сказал он, вытирая слезы от смеха. Всю дорогу домой дети щебетали, как расшалившиеся воробьи, и придумывали, какой сюрприз они приготовят для дедушки в следующий раз. «Ну и где же вы были, веселая компания?» — поинтересовался Николай, заметив на пороге Наташу с нарядными детьми. «Папа, мы к дедушке ходили. Он совсем-совсем ничейный. Он сам сказал», — закричали дети в один голос, со всех сторон дергая Колю за штаны. «Пап, раз он ничейный, пусть он наш будет, а?» Вдруг совсем по-взрослому и серьезно сказал Петька. «Наташ, что там за дедушка?» — спросил Николай, вытирающую от избытка чувств нахлынувшие слезы жену. «Дедушка у нас в отделении лежит. Сын его из дома выгнал, и он теперь никому не нужен. А сына он когда-то из дома малютки взял. Представляешь?» — объясняла супругу Наталья. «Над, так может, они просто поссорились, и его сын теперь ищет везде, а он у вас лежит. Надо съездить в город, найти этого сына, поговорить с ним». «Давай съездим. У нас сегодня как раз выходные совпали», — предложила Наталья. «Я и адрес его из паспорта выписала». «Ах ты, лиса моя, все наперед знала», — рассмеялся Коля. «И дети такие же растут, хитрющие». Отправили Николай и Наталья детей к соседке, бабе Рае, да и поехали в город сына Андрея Павловича искать. Думали, убивается человек, сидит, волосы на голове рвет и кричит, что я наделал. Ничего подобного. Дверь открыл мутный, небритый мужик, покачивающийся на нетвердых ногах. «Чё надо?» С трудом ворочая языком, спросил он под аккомпанемент пьяных воплей, раздающихся из глубины квартиры. Наталью чуть не вывернула от мерзкого запаха перегара. Она дернула мужа за рукав и мотнула головой, дескать, пойдем отсюда. «Так чё надо?» Снова переспросил мужик, оттягивая пальцами проймы грязной майки. «Извините, мы ошиблись.
быстро сказала Наталья и потянула мужа за собой. В машине уже сказала супругу: даже если мы заставим этого упыря забрать отца домой, долго Андрей Павлович в такой обстановке не проживет. Надо же, какой мерзкий тип! Фу! Наташ, так может нам дедушку этого к себе забрать? А что, дом у нас большой, места хватит, да и дети требуют дедушку им купить, предложил Николай. Если бы Коля сейчас был не за рулем, Наталья непременно бы кинулась ему на шею, а сейчас только повернулась к нему и сказала: «Знаешь, Коль, а ты у меня самый лучший, я знала, что ты так скажешь». 3 выходных дня пролетели быстро. Наташа собиралась на работу. Дети положили на край стола подарок для дедушки – аппликацию, где на ветке рябины сидел снегирь. Наташа улыбнулась. Все-таки хорошие дети у них с Николаем растут, добрые. И снова все было как обычно. Сменщица Иришка сдавала ей дежурство. «Ну как, Андрей Павлович?» – спросила Наталья, как обычно, первым делом о своем подопечном. «Выписали вчера Андрея Павловича. Главврач сказал, что не может его здесь больше держать». Тяжело вздохнула Ирина. Все плакали, и сам он плакал. «Как?» Наталья выронила из рук журнал. «Как же так? Где его теперь искать? Почему ты мне не позвонила?» Слезы хлынули на приготовленный детский подарок, лежащий на столе. «Наташ, ты не плачь. Его не на улицу выкинули. Наш главный его в дом престарелых определил». Как могла, успокаивала ее подруга. Все дежурство Наталья ходила на ватных ногах. Даже во 2-ю палату зашла без улыбки. Еле-еле она дождалась окончания своей смены. Утром, даже не заезжая домой, позвонила мужу, рассказала обо всем и поехала в дом престарелых. «Вы хотите забрать Андрея Павловича? Его же только вчера к нам доставили. А кто вы ему?» Удивилась старшая медсестра. Наталья после минутного замешательства, а вдруг не отдадут, заявила: «Я дочь». «Хорошо, проходите, сейчас вас к нему проводят», буркнула старшая и вызвала другую девушку. Совсем уже обалдели. То нужен дедушка, то не нужен. Неслись Наталье вслед ядовитые высказывания, пока она шла по длинному коридору. Но ей было все равно. Пусть говорят, что хотят, ведь всем не объяснишь, что одни из дома в спину выталкивают, другие забирают. Андрей Павлович так и лежал на кровати, как в первое время в больнице, прикрыв глаза рукой, и тихо плакал. «Андрей Павлович!» — шепотом позвала его Наталья. Старик открыл глаза и встрепенулся. «Наталья, вы?» «Я за вами, Андрей Павлович. Собирайтесь. Нам ой как ничейный дедушка нужен. Дети все уши уже про вас прожужжали». Улыбнулась Наталья. «Наташенька, да что мне собирать-то? Мне собраться, только подпоясаться!» Радостно встрепенулся дедушка. Наталья забрала Андрея Павловича к себе. В большом доме этого дружного семейства ему нашлось место. Небольшая уютная комната с детскими рисунками на стене, где ярким пятном выделялась аппликация «Снегирь на рябиновой ветке». Да и Андрей Павлович теперь не похож на немощного старика. Сразу как-то плечи распрямились, и сам он выглядит крепким и здоровым. Дети его любят, а он не чает в них души, возится с ними. А сам он часто говорит: «Как же все-таки важно чувствовать себя кому-то нужным. Пока я нужен, я живу». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.